опять в дорогу. В этот раз очень долгое путешествие, далеко. Ну, обо всем по порядку. Вот я сейчас проехал на машине 250 километров, машину кинул и прибыл в аэропорт. Город Петрозаводск. Вот такой у нас маленький аэропортик. Все по-домашнему. Лечу в Москву пока. Ну а дальше расскажу. С-7 стали летать в Петрозаводск. Отлично. Наконец-то у нас нормальные самолеты, нормальное сообщение. С-7 приятно удивляет. Я вам рекламу даю. С-7 приятно удивил, что на таком коротком рейсе, час лететь всего, час 15, дают сэндвичи и чай. Летал Finnair, другими иностранными компаниями, даже на более длительных перелетах ничего подобного нет. Что, мы возрождаемся? Мелочь, а приятно. А смотрите, как облака расположены, как грядка. Видите? Такими параллельными линиями. Забавно. Прям как вот реально высаженные. Очень удобно с аэропорта электричкой ехать. 45 минут, и ты в городе. Никаких тебе пробок, ничего. Гарантированно успеваешь. То есть можно планировать свое время. Всегда только электричками пользуюсь. Очень редко, когда там машину беру или маршрутку. Некоторые из моих подписчиков, узнав, что я еду через Москву, просили меня показывать Москву в том числе, не только импортные города. Ну, попробую сегодня, если будет возможность, тогда я покажу. Сейчас спускаюсь в метро, надо ехать навстречу, и после встречи уже поеду в следующий аэропорт. Метро в Москве шикарное, красивое, удобное. Не знаю, что москвичи жалуются. Отлично, быстро передвигаются по городу. Мне нравится. Старые станции намного красивее. Тогда еще не жалели денег на оформление. Посмотрите сами. Мрамор, позолота, мозаика. Несмотря на позднюю весну в России, в Москве реально лето, тут листья зеленые уже. А я дома уезжал, вчера еще снег был. Все-таки Россия очень большая страна. Ну вот сейчас чуть-чуть пройдусь и покажу Москву в том месте, где я иду, по крайней мере. Вон тут новые нелепые зеркальные здания рядом со старыми. Вот это, похоже, сталинские еще переделанные. А это вообще уже, наверное, прошлого или позапрошлого века церквушки. Красиво. Солнышко. Ну, вот в Москве молодцы они. В этом смысле, конечно, сразу, как только погода, тут же и цветочки, и травка
И чистенько, и аккуратненько. Убирают все. Хорошо в Москве, если бы не столько народу, сколько здесь живет. Не люблю людей. Кто это? Какой-то, наверное, революционер. Точно, Куйбышев. Навигатор говорит, что это речка Яуза. Грязненькая. После нашей карельской чистой воды как-то даже фу-фу-фу. Рособоронэкспорт. Вот там. Во, как в Европе я видел. Тоже прокат велосипедов. Хорошая идея. Сколько стоит? За сутки 150 рублей. Это вообще ни о чем. Красота. Молодцы. Цивилизация прет. Я прибыл на место. Сейчас дождусь товарищей. И пойдем. Нам куда-то сюда. Что-то погода испортилась. Солнце пропало. Ветер начался. Режимный объект, вход по пропускам. Аж страшно, куда мы идем. Понятно, где мы? Из того, что наши ставят хавку 2.7 АМС. Начали сотрудничество с Дедалом по изготовлению прицела для лешего. Пятикратник, отстройка от параллакса. Маленький, с хорошим аэрлифом. Не дешевый. Увидим. Давай тогда вот это. Потом проверим. 54 тебя вычислить красиво. Нет, красиво. Я сейчас просто вот здесь еще. Ну вот это по высоте, по-моему, самое топ. Конфет. Да, 80. Нормально? По высоте, да. Ну, сейчас прикинем. Мне да. А сейчас тут подсадим. Ну давай. Попробуем, есть это. Ну, конечно, насадку на 50 метров вряд ли. Мы что рассматриваем? Когда высота 40, дают стандартные насадки предобъективные. Тепловизионная, там, ночная. И если люди покупают... То будут покупать и насадки. Дело не в этом, а иногда люди захотят купить даже это изделие из-за того, что можно потом еще насадку поставить. Ну вот это на грани. Вот оно чуть выше, чем нужно. Знаете почему? Всегда себе заказываю кофе. Видите, мне какао. Какао мне всегда подают в таких вот. А все остальные пьют кофе с обычных чашек. А это под какой прицел насадка? Вот под этот или под этот? Под этот, да? Ну, она будет работать и с этим. То есть не сильно, но зрачок будет поменьше просто. А у вас шестикратная? Нет, шестикратная. Ну как, можно? Не, у нас пятикратник. Пятикратник. Пятикратник? Можно же и четверки, а можно и шестерку, это же прицел. Все-таки для меня он высоковат. Давайте поставим Высоковато. низко. Посмотрите вы. Все, прицел запускаем. К осени ожидаем готовность. Будет дорогой, сразу говорю. И скорее всего в России покупателей на него будет очень мало. Основной рынок Америка. Америка, жди нас. Смотрите, какая классная штучка. Прям вот я реально балдею от таких вещей. Это пожарная каланча. Старая, судя по всему. Раньше с нее смотрели, не начался ли где-нибудь пожар. Интересно, что бы сейчас они с нее увидели, когда вокруг вот такие монстры стоят. Ну, красивая. Вот, умели люди раньше строить красиво, прям вот, прям чтобы реально было. Не сотовые эти. Да, вот эти сотовые антенны все портят, конечно, но все равно. Еще одна электричка в аэропорт. Теперь мы едем в Шереметьево. В Шереметьево теперь мы едем. Пользуйтесь электричками, очень удобно.
Правда, поесть не успели, а в Шереметьево, наверное, там ценники дикие на еду. Это же не Европа. Да? Не Европа. Ну ладно, жать-то охота. Поехали. Ирландский паб. Вполне прилично, недорого, как я боялся. Да? Очень дорого. Очень дорого? Очень дорого. А мне так кажется, нет? Вполне. Я сейчас счет принесу, увидишь. Ну что, ну на 3000 мы наедим. Нормально. Для аэропорта-то. А еще не все принесли, нам еще должны горячее подать. Второе, третье, пятое. А пиво безалкогольное. Немецкое безалкогольное, как обычно. Что-то меня выстегнуло прямо на взлете. А сколько я спал? Полчаса. Значит, лететь еще 8 часов с лишним. Далеко. А куда не скажу, прилетим, увидите. Самолет большой, посмотрите. Кстати, нам на чек-ине места подсуетили хорошие такие. Вот что значит мило поулыбаться девушке. Да? Банками поиграть. А, банками поиграть, да. А я в куртке был. Нет, банок не было. Она все равно разглядела. Разглядела? Конечно. Хорошая девушка, хорошая. В общем, летим. Принесли ужин. На выбор курица или рыба. И мы, как настоящие евреи, выбрали кошерную рыбу. Потому что у нас есть опыт. У нас друг еврей выбрал утку. Ну, он так думал. Она оказалась пятачком. Она оказалась хрюкающей до этого. Так что мы не рискуем. Только рыба. Только хардкор, только кошерная. Но не ЗОЖ. Майонез положили. Че, рыбу-то покажи. Тунец. Тунец? Они же сказали Это треска. салат, треска здесь. А покажи треску. Покажи. Вы ж попросите сразу. О да, о да. Ну, выглядит так хорошо. Таки да. Да и вроде и запах ничего. Запах ничего. Ну, в общем, голодными мы не останемся. Обещали еще завтрак. Это мы завтрак посмотрим. Размер двигателя меня, откровенно говоря, шокирует. Я привык на этих, на 320-х аэрбасах летать. А тут раза в 4 больше, наверное. Жутко. Монстр. Горы. Ветровая энергетика в полный рост. Вот прям по вершинам видно стоят. Много. Это еще не сразу снимать начали. Да, Frühstück. Frühstück. А, он так и называется, Frühstück. Потому что ранний. Ну, завтрак нам принесли. Что тут-то? Что-то. Что-то есть. Омлет. Причем у нас фантазии совершенно не хватает. Рыбу взяли одинаковую и омлет одинаковый. Не сговариваясь практически. Попробуем. А что там в подложке? Типа соус? Наверное, попробуешь. А время-то сколько по-русскому? 2. 2 ночи. А на улице светло. Здесь, похоже, тоже белые ночи. Вот мы достигли точки назначения. Еще не догадались, где мы? А я и говорить не буду. Приземлялись в полном тумане, вообще ничего не видно. Просто как молоко, хлоп. И тут даже сока ничего не видно. Туман, жарище. В Англии. В Англии, точно. Жарище, духотище. Сейчас выйдем в город, посмотрим, что там у них. Получили багаж. Вы еще не догадались, где мы? Мы тоже. Где-то нас здесь должны встречать. Но никто не встречает. Хочется на это надеяться. Но что-то никого нету. Аж странно. Что мы здесь будем делать? Мы тут никого не ставим. Мы никого здесь не знаем. Они все одинаковые.